Сразу две интересные вещи. Первое. Да, на Руси, к сожалению, было право первой ночи. Сначала князья, коих хватало, баловались или даже издевались. Потом помещиков развелось, которые со своими крепостными крестьянками делали все, что им пожелается. И почти все и всем сходило с рук. Вспомнить можно Салтычиху, Дарью Салтыкову, но там долго пришлось жаловаться крестьянам, чтобы добиться справедливости. Как сейчас примерно. Чтобы просто так легко тебе что-нибудь дали? Нет. Нужно обязательно написать жалобу, обратиться в прокуратуру, а то и в суд. В общем, Русь-Россия, ты, конечно, меняешься, но не слишком уж. Все те же беды, все те же проблемы, все те же традиции. Но не будем о грустном, хотя тема такая. Второе, все же придется продолжить тему, потому что право первой ночи обходили. Делали это, кстати, не путем поиска лазеек, а довольно-таки мирно. И кажется, началось все с княгини Ольги. Доктор экономических наук Татьяна Семенкова, копаясь в исторических документах в своих каких-то финансовых целях, установила, что существовал некий кузнечный налог. Его молодой человек платил князю, если хотел взять замуж девушку, обойдя право первой ночи. Историки посмотрели. Да, был налог, но только не кузнечный, а куничный. Выводная куница. А установила этот сбор якобы княгиня Ольга. Во-первых, о чем не очень сложно догадаться, она была женщиной и могла представить, что испытывает девушка, которая идет в объятия не к молодому и любимому жениху, а к князю. Во-вторых, Ольга старалась смягчить нравы на Руси, сделать нас, так сказать, более цивилизованными. Чего молчать, правильно она все сделала, и князьям понравилось. Иногда лучше выбрать деньги, чем приз. Причем, как я понял, у князей не было права выбора. То есть, если жених давал деньги, то князь обязан был их взять и больше не имел претензий. Почему так назывался сбор? Все довольно-таки просто. Жених соболь, невеста куница. Ложе молодым выстилали мехом, а чтобы не делить усланное красивыми шубками ложе с князем, платили денежку. Больше и пояснить нечего. В 17 веке, когда произошло закрепощение крестьян, помещики и без того могли, как хотели, проводить время с крепостными девками, но была еще и возможность заработать. Ситуация. Парень из одного поместья влюбился в девушку из другого. Дело к свадьбе. Помещик, которому принадлежит девушка, получается, теряет пару рук. Нужна компенсация, поэтому помещики просили выводную куницу, а взамен давали грамоту. Не вольную, а дающую право девушке перейти к другому барину. Что делали помещики, чьи крепостные брали откуда-нибудь себе жен? Радовались. Некоторые давали женихам денег на выкуп невесты, а некоторые получали крепостную бесплатно. Тоже вариант. Доходило до интересных вещей. Есть одна история, правда она не про помещичьих крестьян, а про монастырских, но это дело не меняет. В 1655 году архимандрит Серапион судил двух монастырских крестьян. Ребята решили жениться, взять девок у помещика Петра Лазарева. Все хорошо, да только Лазареву этому выводную куницу не выплатили. Он в монастырь. Не в том смысле, что в горе в монахи решил постричься. Нет, он в монастырь, чтобы крестьянок забрать и женихов наказать. История вышла некрасивая. Ребятам священники выдали 12 рублей, 8 алтын и 2 деньги, чтобы те уплатили выводную куницу. А парни посчитали, что это лишнее. Девушек у помещика Лазарева забрали, а куницу не выплатили. Пришлось им перед судом предстать. Ничего страшного не произошло, просто отдали помещику деньги. И, наверное, молились усердно потом. Пострадал еще и Афонька Иванов. Не знаете его? А те женихи знали, потому как Афонька был сватом на свадьбе, и в его обязанности входило проконтролировать, чтобы с куницей все было в норме. Не проконтролировал. За что получил штраф в 3 рубля, а ведь мог эти деньги потратить на жену. Размер налога. Я бы не хотел детально касаться этой темы, потому что точности здесь не добиться. Помещики требовали разное. Деньги стоили по-разному, поэтому и не нужно. В целом всегда было дорого выкупать жену. В 17 веке брали так, что можно было накрыть неплохой стол. Калач, хлеб, окорок свиньи, ведро хмельного напитка. На Руси женщин-то не очень рассматривали в качестве субъекта права и самостоятельного человека. Но бывало и такое. Крестьянская вдова сама за себя платила куницу. Не для того, понятно, чтобы уйти от права первой ночи, а за то, чтобы перейти жить к новому мужу.
Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Загадки Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.